Всем привет! Друзья, сегодня у меня на ужин будет курица, запеченная в духовке. И на гарнир будет у меня рис с овощами. Курица у меня без костей, я полностью удалил с нее кости. Будет у меня чисто куриная тушка, или филе можно его назвать. Как вытаскивать кости, можете посмотреть в подсказке. Давайте для начала приготовим маринад. Для маринада я беру майонез и отправляю туда свои любимые специи. Я отправляю туда паприку немного, черный молотый перец. У меня есть сухой чеснок. Можно было бы, конечно, отправить туда обычный чеснок, тертый на мелкой терке или пропущенный через пресс. Также я отправляю сюда смесь перцев. Не забываем про соль. И все это хорошо перемешиваю. Дальше я беру головку лука, меленько нарезаю. Лук я отправляю в наш маринад. Добавлю сюда немного растительного масла. Так, ну все, вот у меня маринад готов. Дальше я приступаю к маринованию курицы. Так, ну все, у меня курица замаринована. Через 2 часа я ее поставлю запекать. Так, смотрите, вот у меня курица мариновалась больше 3 часов. Оставлял на 2, но по стечению обстоятельств получилось так, что она мариновалась у меня 3 часа. Все, она у меня готова к запеканию. Дальше что я делаю? Попробую маринад на соль. Соли чуть маловато, я еще подсолю. Я весь лук, который у меня был в маринаде, при запекании он подгорит. Поэтому, чтобы его не было, я его весь с курицы уберу и засуну вовнутрь в саму курицу. Он там отдаст сок, она будет сочнее. И вид будет у курицы более эстетичный, не будет пригорелого лука на ней. Запекать я ее буду прямо в этой же сковородке. Не вижу в этом ничего страшного. Так, ну вот все, курица моя промаринована. Дальше я ее отправляю в разогретую духовку до 250 градусов, чтобы она у меня сразу взялась корочкой. Потом я температуру понижу до 160, и она будет у меня где-то около часа готовиться. Ну а пока у меня курица будет готовиться в духовке, я займусь приготовлением риса с овощами. Так, рис я беру самый обычный. Не буду я заморачиваться там обжаривать, чтобы он был рассыпчатый. Я его промою и сварю по-простому. Стакан риса на 2 стакана воды. Так, ну из овощей у меня будет лук, морковь, болгарский перец, стручковая фасоль и кукуруза маринованная. Начну с лука. Да и все овощи, какие есть, я буду стараться нарезать меленьким кубиком. Так, ну все, я приступаю к обжариванию овощей. Так, первым делом я отправляю на сковородку лук. Так, ну лук у меня немного подрумянился, обмяк. Вслед за луком я отправляю морковь. Так, ну вот у меня лук с морковью пару минут обжарились вместе. Дальше я отправляю стручковую фасоль.
Все, теперь вот морковь, лук, фасоль будет тушиться минут 10-15. Ну, конечно, буду следить за готовностью овощей, чтобы не перетушить и не оставить сырыми. Так, ну вот у меня морковь, лук и фасоль обжарились. Дальше я отправляю сюда перец. Перцу много не надо, минут 5 и хватит. Так, ну и последним я отправляю сюда кукурузу. Так, ну все, кукурузу я сильно обжаривать не буду, потому что она готова. И только нагреться, все, я выключаю плиту. Дальше я отправляю в сковородку рис. Вот смотрите, рис у меня сварился. Как я и говорил, я его просто элементарно сварил с водой. Все, вот он у меня вот такой получился. Так, ну вот он, все. Рис с овощами у меня готов. Итак, друзья, ну все, у меня рис с овощами готов. Курица готова. Давайте будем накрывать на стол. И вот он, огромный плюс курицы без костей. Это в том, что ты берешь и сразу нарезаешь порционные кусочки. Такие, как тебе надо. Никаких костей. Ничего.